Но давайте уменьшим Солнце до размеров обычного мяча для футбола. Тогда Земля будет размером всего с крошечную горошинку, кружащуюся в метрах от него. Но Солнце — лишь одна из 200 миллиардов звезд в нашей галактике. Если уменьшить Млечный Путь до размеров США, то наше Солнце и все его планеты станут невидимы в поле зрения обычного микроскопа. А видимая Вселенная содержит в себе триллионы таких галактик. Их больше, чем песчинок на всех пляжах Земли вместе взятых. И после этого мы думаем, что наши проблемы уникальны? Задумайся об этом. Вам кажется, что вы просто сидите на месте? Забудьте. Прямо сейчас вы несетесь сквозь космос с невероятной скоростью. Во-первых, Земля крутится вокруг своей оси. На экваторе вы уже летите вместе с ней со скоростью больше 1600 км в час. Во-вторых, Земля вращается по орбите вокруг Солнца. На этом этапе скорость возрастает почти до 30 км в секунду, что составляет колоссальные 107 тысяч км в час. Но и это не все. Сама Солнечная система несется сквозь Млечный Путь со скоростью более 800 тысяч км в час, а наша галактика притягивается к Великому Аттрактору со скоростью под 2 миллиона километров в час. Пока вы смотрите это видео, вы преодолели уже сотни километров вместе с планетой. В чем суть? Мы привыкли чувствовать себя неподвижными в тихой комнате, но на самом деле мы – пассажиры огромного космического корабля, который мчится сквозь бесконечность. Но чтобы осознать настоящую величину Вселенной, не обязательно смотреть только в телескопы. Иногда достаточно заглянуть внутрь самого материи. Ведь как на самом деле выглядит атом? Главная ложь про атомы, которую нам впаривали в школе. Забудьте картинку из учебника. Электроны не вращаются вокруг ядра, как планеты. В квантовом мире электрон — это размытое облако, как лопасти работающего вентилятора. В атоме золота ядро из 79 протонов тянет электроны с такой силой, что им приходится накачиваться колоссальной энергией, чтобы не упасть в центр. Скорость электронов достигает половины скорости света. Энергия становится массой. Электрон начинает тяжелеть на 20%, из-за чего его облако физически сжимается и прилипает ближе к ядру. Это сжатие меняет то, как атом взаимодействует со светом. Золото поглощает синюю часть спектра, и мы видим его уникальный желтый цвет. Весь мир вокруг нас — это работа теории относительности внутри каждого атома. Сложность микромира и бесконечность пространства создают идеальные условия для жизни. Если Вселенная столь огромна и построена из одинаковых кирпичиков, встает главный вопрос: где все остальные и почему космос молчит? Если во Вселенной миллиарды обитаемых планет, то почему мы до сих пор никого не встретили? Наука доказала, вокруг нас полно миров, похожих на Землю. Многие из них старше нас на миллиарды лет. По логике, кто-то уже должен был колонизировать всю галактику, но мы видим лишь мертвую тишину. В астрофизике это называют парадоксом Ферми, где все. Одна из пугающих теорий — Великий фильтр. Она гласит: любая цивилизация неизбежно уничтожает сама себя технологиями раньше, чем успевает долететь до соседей. В чем суть? В том, что наше технологическое развитие — это, возможно, не билет к звездам, а наша главная угроза. Возможно, причина тишины в том, что появление разума — это уникальная случайность. Но раз уж мы здесь, наш разум способен превращать законы физики в технологии, о которых раньше можно было только мечтать. Но как именно на нашей планете зародилась эта невероятная искрица сознания? Мы привыкли думать, что эволюция — это лестница, ведущая к нам, что разум неизбежен. Но что, если это не так? За 4 миллиарда лет жизни на Земле разум появился лишь однажды. Всего раз. Эволюция не стремится к интеллекту. Она стремится к выживанию. Разум — это дорогая игрушка. Он потребляет уйму энергии и долго созревает. Возможно, разум — миллиардная ошибка природы. Или великий фильтр, через который почти никто не проходит. Мы либо первые, кто преодолел этот порог, либо последние, кто его не прошел. Так что же мы на самом деле? Успех природы или ее главный просчет?
Но раз уж мы здесь, наш разум способен превращать законы физики в технологии, о которых раньше можно было только мечтать. Всего 1 час солнечного света содержит больше энергии, чем все человечество потребляет за год. Но мы все еще жжем уголь. Земля – неудобное место. Тучи, ночь и атмосфера крадут эффективность. Мы ограничены ресурсами планеты. Что если построить пояс солнечных панелей между Землей и Венерой? Там поток света в разы мощнее нашего. Лазеры передают энергию 24/7 на спутники-ретрансляторы, а те стреляют ею прямо на станции на Земле. Это уже не просто развитие. Это переход на уровень космической цивилизации, которая не зависит от ресурсов планеты. Технически мы почти готовы. Что победит, наш страх перед таким лазером или нужда в чистой энергии? Жду твое мнение в комментариях. Мы разгадываем тайны атомов, находясь на несущейся сквозь космос планете. И прямо сейчас Вселенная готовится напомнить нам о своем величии через редкое явление. Затмение произошло совсем недавно. Это было редкое полное солнечное затмение, полную фазу которого наблюдали в Гренландии, в Европе, Португалии, Америке. На расстоянии почти в 385 тысяч километров Луна идеально закрывает гигантский диск Солнца диаметром в 1,4 миллиона километров. Популярный миф гласит, что во время затмения Солнце излучает смертоносную радиацию. Ученые успокаивают, это полная чушь, светило не испускает в этот момент ничего опасного. Но веками люди связывали затмение с мистикой. Верили, что в эти минуты категорически нельзя смотреть на небо, иначе ослепнешь. Считалось, что в момент затмения нельзя не только смотреть на небо, но даже прикасаться к острым предметам и готовить еду, иначе навлечешь беду на весь дом. Зато сторонники лунного календаря уверены, дни затмений бьют по эмоциональному состоянию, вызывая бессонницу, утомляемость и резкие перепады настроения. Успел посмотреть недавнее затмение или пропустил? Пиши в комментариях.